Ученые говорят, что речь была изобретена нашими предками, чтобы передавать будущим поколениям знания об окружающем мире, накапливать и передавать жизненный опыт. До этого жизненный опыт передавался при помощи генов, а это очень долгий путь. Но, к сожалению, и с этим пока все не так хорошо, как хотелось бы. Масса украинцев зачитываются всяким барахлом про царей и королей, но при этом они не знают биографии своей бабушки. А ведь жизнеописание наших предков – это и есть история нашего края. Поинтересуйся, что пережили твои самые близкие, и все станет как на ладони. Воспользуйся их опытом, ведь для этого и изобретена речь, чтобы ты не начинал все сначала и не набивал шишки, которые набили они сами. Да, есть момент, что старшее поколение не любит рассказывать о себе. Все мы хотим забыть какие-то позорные или стыдные факты нашей биографии. Бывает горько и больно за наши ошибки, мы стараемся их забыть. При том, что у кого-то дедушка был коммунист, у кого-то НКВДист. Это все так. Но единственный путь не повторять ошибок наших дедов – это учиться на них. Другого пути нет. И в этом видео мы на судьбе одного сельского полицейского узнаем, в каком водовороте событий он оказался и как много мог бы рассказать потомкам, если бы ему дали для этого возможность. Поэтому мы это сделаем за него. Думаю, он был бы не против. И да, мы помним, что никаких ассоциаций с сегодняшним днем. В 1941 году один преступный режим сменил другой преступный режим, а мы смотрим на события с точки зрения независимого государства Украина. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Иван Великий родился 17 мая 1923 года в Башмачке. Великие выходцы из Вовни, но на каком-то этапе они переселились на окраину Башмачки, как и многие вовнижане. Были великие довольно зажиточные, именно поэтому в 1930 году отца Ивана Андрея Назаровича раскулачили, то есть лишили имущества и прав только потому, что в хозяйстве семья имела лошадь, корову, свинью, пятистенный дом с надворными постройками, веялку, сенокосилку и другой реманент. На месте хаты Великих после войны была молочарня. Мать Андрея, Василиса Петровна, была из рода Смеюх. Братья отца Федор Назарович, 1897 года рождения, Никита Назарович, Иван Назарович, который имел паровую мельницу, тоже были репрессированы. Их всех лишили избирательных прав. Федор Назарович после всего этого кошмара переехал в Днепропетровск и устроился плотником на кондитерскую фабрику. В 1937 году его арестовали, но каким-то чудом ему удалось сбежать от следствия, и он скрывался. Иван Великий в 1932 году поступил в Башмачанскую неполную среднюю школу, учился там, как все советские дети. После окончания семилетки работал в колхозе рядовым колхозником на полевых работах, а с осени 40-го поступил на учебу в среднюю школу в городе Запорожье, где жил его дядя Яков Петрович Смеюха. Но с началом войны он возвратился в Башмачку. В июне 41-го колхоз отправил его и еще 11 башмачан на строительство аэродрома под Днепропетровском. В начале июля их сменила другая группа. А в декабре 41-го приехал в Башмачку дядя Ивана Федор Назарович, который, как мы помним, скрывался от НКВДшных репрессий. Федор Назарович поступил на работу в полицию, и вот 12 февраля 42-го Ивана вызвали в управу и направили на пост по охране немецкого порохового склада, который находился в километре от Башмачки. А через 3 дня парня уже назначили на должность полицейского. Это та самая история, которая произошла с Александром Остапченко из Соленого, о котором мы рассказывали. Тот тоже охранял мельницу, а потом ему сказали, что безоружным охранять не будешь, а если выдадим винтовку, то ты должен стать полицейским. Так вот, Иван, как обычный сельский полицейский, охранял пороховой склад в Башмачке, где было несколько бочек с порохом, конвоировал задержанных и сопровождал граждан на общественные работы. 3 дня в месяц он дежурил в райполиции в Соленом, нес охрану общественного порядка, патрулировал Башмачку и окрестности, проверял документы у посторонних лиц. Были, конечно, какие-то и наказания с его стороны для нарушителей порядка, там дал пощечину подростку за кражу картошки у соседки. Всего
всего лишь пощечину. Потом на колхозном баштане задержали 3 подростков 12-14 лет, которые пытались украсть по кавуну. Одному Иван дал подзатыльник, другого ремнем отшлепал. Все знают, что немцы за воровство нещадно карали. Наш мемуарист из Соленого Николай Васильевич Слесаренко рассказывал, что когда немцы зашли в Соленое, то собрали народ и сказали без всяких разночтений: заниматься грабежами и воровством никому не рекомендовано. На этот счет у немцев только один ответ – виновных к расстрелу. И вот вам распоряжение штандарт-коменданта Петерса по Донецкой области от 20 февраля 1943 года. Параграф 5. Грабеж, подстрекательство к беспорядкам, участие в них, обладание оружием наказываются смертью через повешение. Воровство и прочие преступления тоже строго наказываются. А хлопцы всего лишь посадили на сутки в комнату селюправы и провели с ними разъяснительную работу. Вот объявление того же гарнизонного коменданта полковника Петерса. С 1 мая 1943 года запретное время устанавливается с 20 до 4 часов немецкого времени. Категорически указывается на то, что запретного времени необходимо обязательно придерживаться. Нарушения будут наказываться. Понятно, что подобные объявления висели по башмачке. По вечерам запрещалось зажигать свет, выходить из дома. В общем, что такое комендантский час, украинцы теперь уже знают не понаслышке. И мы все стараемся придерживаться комендантского часа. Но некоторые жители Башмачки бывало нарушали это требование. Приходилось их призывать к порядку. Например, как-то летом 1943 года оказался в Башмачке некий Николай Выпаленя, кто-то не местный. Он собрал молодежь во время комендантского часа на улице и уговаривал их организовать вечеринку. Иван подошел к ним и потребовал срочно разойтись, но никто не собирался выполнять его приказ. Выпаленя начал быковать, и пришлось его 3 раза отшлепать ремнем, тогда уже и молодежь разбежалась. Носил Иван сначала гражданскую одежду с отличительным знаком полицейского, на рукаве левой руки белая повязка с надписью черного цвета на немецком языке «Шуцман». Подчинялся он старшему полицейскому села, зарплату ему платили 320 рублей, 9 килограмм муки и какие-то овощи. Однажды его вызвал по телефону начальник районной полиции Синченко. Это было 11 или 12 июля 1942 года. Синченко спросил, не возражает ли он поучиться в школе полиции, потому что намеревались туда послать старшего полицейского, но у него не получалось по семейным обстоятельствам. Иван не возражал. Тогда Синченко велел взять на дорогу еду и к вечеру явиться в районную полицию в Соленое. Там Иван находился около 2 суток, ждали, пока соберутся все будущие курсанты. Их собралось 18 человек со всего района. Потом в сопровождении одного жандарма отправились в Верхнеднепровск. Иван Великий учился в школе полиции 1 месяц с 15 июля 1942 по 15 августа 1942. И благодаря его показаниям я сделала целое видео о Верхнеднепровской школе полиции. Я там, правда, ошиблась, что он учился на курсах в 1943 году, а на самом деле в 1942. По возвращении в Башмачку Иван уже носил форму полицейского, френч синего цвета, и ему выдали хорошие ботинки. На этом обучение не ограничивалось. При Солонянской районной полиции сельские полицейские со всего района проходили подготовку 3 раза в месяц. Проводили занятия в течение 4 часов начальник полиции Синченко или его заместитель. Это были строевая и стрелковая подготовка, правила конвоирования, действия против партизан и так далее. Также на занятиях Синченко рассказывал о преступлениях коммунистического режима, которые Иван, как мы знаем, прочувствовал на своей шкуре. Где-то 15-16 мая 1943-го Ивана послали на Павлоградщину для усиления местных полицейских. Район этот считался неспокойным из-за наличия лесного участка. Иван прибыл в Павлоград через 3 месяца после трагических событий, о которых мы рассказали в предыдущих видео. В это время в Павлограде готовилась к отправке в Германию Ганна Нестеренко, о которой мы там же упоминали. Павлоградская жандармерия организовала из всех прибывших 7 отрядов и направила на подмогу в различные пункты Павлоградского района помощь местной полиции. Мы упоминали в видео о конной школе, что Москаленко сидел в Маврино с февраля 1943-го и никаких партизан там уже не видел. Отряд, в котором находился Иван Великий,
отправили в село Вязевок. Это в самом начале Самарского леса со стороны Павлограда. В их отряде было 6 полицейских из различных районов и 1 немец, офицер жандармерии Бруно. Полицейских вооружили винтовками, снабдили запасом боевых патронов и поставили задачу при получении сведений о местонахождении в селах или других пунктах района партизанских групп и отрядов выезжать всем составом вместе с местной райполицией в эти пункты для проведения боевых операций, а именно завязывать бой с группами и захватывать одиночек. За время нахождения в Вязевках Иван выезжал на задание только 1 раз в знакомый нам хутор Ставки. Что происходило на хуторе Ставки в 41-м, мы тоже рассказали в отдельном видео. Так вот, во второй половине мая 43-го от полицейского из хутора Ставки снова поступили данные о том, что туда прибыла группа партизан. Ночью всех подняли по тревоге, и отряд, вооруженный винтовками, на одной подводе поехал в эти ставки. Им дали задание окружить партизан и захватить их в плен или завязать с ними бой. На восходе солнца сборный отряд полицейских приехал на хутор, но никаких партизан там не нашли. Осмотрев постройки, где могли бы остаться одиночки-партизаны, они вернулись во Вязевки на постоянное место расположения. Других сведений о партизанах в этом районе не поступало. Потом Иван Великий заболел и месяц провалялся в Павлоградской больнице. Как видим, в этом районе уже было более-менее все спокойно, более-менее ключевое слово, потому что в июне 43-го многие украинские газеты перепечатывали заметку «Высока нагорода за боротьбу с бандитами» о событии в Павлограде. Задышня – это, видимо, перекручено название какого-то села. На Задишню напала була банди, тероризувала населення. Одна група, що складалася з 9 чоловіків, заскочила в хату до однієї жінки і домагалася, щоб вона їх скрила. Але самій не можна було покидати помешкання. Тому що жінка не могла ставити спротиву, бандити влаштувались у її хаті. Жінка скористалася з одного догідного моменту, вийшла з дому і повідомила жандармерію. Коли ця прибула на місце, розгорілась бойова стрільба, під час якої спалено хату. Бандити знайшли тут свою заслужену смерть. Після цього скликав павлоградський гебіцкомісар Цімерман усіх старостів своєї округи і офіціально висловив признання цій жінці за її хоробру поставу та в нагороду обіцяв їй нову хату. Будова вже почалась. Корову, меблі та різні продукти. Хто підтримує бандитів, заслуговує на смерть, а хто активно співдіє при винищуванні їх, буде завжди нагороджений. Итак, наш Иван Великий вернулся после лечения в Башмачку где-то в конце июля 43-го и проживал там до наступления Красной Армии. Во второй половине октября жителей Башмачки эвакуировали в Сергеевку, и до 25 октября Иван Великий находился там со своей семьей. В этот день его дядя Федор Назарович взял в обхозе лошадь и повозку, и с семьей тоже покинул село. Иван же вместе с Марком Смеюхой, тоже полицейским, перебрались в Александрополь на лошади Смеюхи. Там они пробыли 10 дней, потом уже из Александрополя немцы начали эвакуировать население, потому что туда переместилась зона боевых действий. И ребята поехали обратно в Сергеевку, думая, что фронт там стабилизировался. Но отъехав от Александрополя 12-15 километров, встретили с 2 десятка полицейских, которые двигались в направлении Кривого Рога в сопровождении 2 жандармов. Пришлось ехать вместе с ними в тыл. И теперь внимание! По прибытии в Кривой Рог полицейских пытались зачислить в шуцполицию, чтобы отослать их на позиции. Но они отказались, а соглашались только на охрану какого-то завода. Это продолжение темы о 134-м украинском батальоне города Павлограда, о котором мы рассказывали в материале «Павлоград-февраль 43-го». И это ответ на то, что было бы, если бы полицейские 134-го украинского батальона города Павлограда не пошли бы в Компом искать свою смерть, а поехали бы в Кривой Рог, а там бы сказали, что мы на позиции не пойдем. Мы охранный батальон,
Посторожить там что-то, пожалуйста. А воевать на такое мы не подписывались. Так вот, с ними бы поступили так же, как и с Иваном Великим. Непокорных полицейских отправили в лагерь военнопленных в команду штрафников за неповиновение приказу немецкой армии. Потом 170-180 человек из них отправили на станцию Просяная, а оттуда на месяц в Каменец-Подольский лагерь в составе штрафного корпуса. Далее, с 10 по 20 января Иван находился в городе Седлец на карантине, потом в Каунасском пересыльном лагере Шанцен, где пробыл всего 5 дней, а оттуда его перевели в лагерь СС Провинишки. Это был такой знаменитый лагерь в лесу под Каунасом. В Провинишках Иван Великий находился до апреля 44-го, а потом его перевели в лагерь для советских военнопленных Баринген. И тут начали наступать американцы, и Ивана переместили в лагерь военнопленных города Триер. Как видите, у нас уже мелькает в глазах от перемещений нашего сельского полицейского из Башмачки, который отказался идти на позиции, то есть воевать за немецкую армию. И вот 28 апреля 45-го Ивана освободили американцы в Триере. В городе Витлиш он прошел процедуру фильтрации. И в передаточном лагере в городе Магдебурге Ивана живого и невредимого передали советским войскам. Там его мобилизовали в Красную армию и зачислили в 317-й запасной, а потом 183-й запасной стрелковый полк. Вот такой калейдоскоп событий. В это время в Башмачке, видимо, находиться родителям Ивана стало невыносимо. По всей вероятности, их горячие сторонники советского режима шпыняли за брата и сына полицейских. И в мае 46-го Андрей Назарович и Василиса Петровна переехали в Запорожскую область, в село Верхняя Хортица. Андрей Назарович работал в педучилище столяром, его дочь Ульяна там же уборщицей. Федора Назаровича Великого задержали в сентябре 46-го, и в том же месяце ему присудили 10 лет лагерей. А Иван в то время служил рядовым 5-го особого строительного батальона, который дислоцировался в Смоленске. Город был очень разрушен, и его восстанавливали. Там и произошла его роковая встреча с земляком, который его и сдал. Арестовали Ивана там же в Смоленске в октябре 46-го. Свидетели со стороны 12-14-летних подростков, которые, как помните, ковуны крали, сгущали краски, называли подростков малышами, которых засадили аж на сутки в подвал. Иван отбивался как мог, но в его защиту, естественно, никто не выступил. И тут такой момент. Обычно полицейским советская власть давала десятку, как и его дяде Федору Назаровичу, которого судили в Днепропетровске. Но 18 декабря 46-го военный трибунал Смоленского гарнизона на закрытом заседании засудил Ивана Великого на каторжные работы сроком на 15 лет. И 100% это потому, что трибунал проходил именно в Смоленске, и братский в кавычках мордорский народ уже тогда ненавидел украинцев и пытался им всячески насолить. Федор Назарович в 1955 году просил пересмотреть приговор, но это ходатайство отклонили. Далее его следы теряются. Иван Андреевич тоже в 1955 году пытался сбавить себе срок, но не удалось. Видимо, отсидел по полной, потому что в 1964 у него родился сын. Прожил он остаток жизни в городе Запорожье. И да, тут мы еще упоминали павлоградского гибдд-комиссара Курта Циммермана. Так вот, он умер в 1981 году в возрасте 82 лет. И можно было бы его не упоминать, но тема нашего материала – как учить историю на судьбах наших предков. Так вот, правнук Циммермана этим как раз и занимается. Он совершенно спокойно и публично собирает о нем информацию. А я, когда рассказываю сейчас про сельского полицейского Ивана Великого, то чувствую, как многие слушатели возмущаются. Как это так? Ведь он же был полицейским. Он же посадил 14-летних малышей в подвал на целые сутки. Он, может, даже конвоировал мою мамочку на станцию Привольная и так далее. Но в Германию к своему прошлому относятся более переосмысленно. И я делаю свой скромный вклад, чтобы и мы наконец освободились от советского взгляда на историю Украины. Но мы только начали этот процесс. А вот потомок Циммермана открыто рассказал, что его прадед Курт Циммерман
В 1946-51 годах работал и жил под вымышленными именами в Нижней Саксонии, а потом до 1981 года в Хельмштетте. Правнук унаследовал от прадеда очень мало документов, включая написанный им собственноручно черновик резюме, вероятно для пенсионных требований. При этом павлоградский гибицкомиссар Курт Циммерман указывал, что с 1941 по 1945 год работал в аграрном секторе Украины. Ну, разве что в аграрном. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Вот так из одной биографии обычного сельского полицейского у нас получился целый цикл о партизанах и рассмотрено много исторических событий. В процессе этих моих исследований я какими-то перипетиями судьбы вышла на свою четвероюродную сестру, которая живет в Вязевках, и она мне рассказала о судьбе моего прапрадеда. И об этом будет следующее видео. Как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Цепочка раскручивается и раскручивается. И если вы каждый украинец внимательно изучал прежде всего жизненный путь своих предков, а не царей и королей, у нас была бы другая жизнь, и бомбы на наши головы сейчас бы не падали, потому что они бы своевременно уловили, что все несчастья на их головы приходят с Востока. Но нам не давали времени даже призадуматься над этим, потому что 100 лет Украина живет под эгидой оскотинивания при помощи телевизора, а полезнее для каждого и общества в целом учиться на ошибках и достижениях своих близких, перенимать их опыт и отбрасывать их заблуждения. Вот видите, учитель из Тернополя подходит именно з такою міркою. Вчитися на помилках інших, щоб знов не бачити війни. Именно этим и занимается правнук Циммермана, который собирает материалы о своем прадеде. Он тоже указывает на этот момент нехватки информации. По разным документам, говорит он, прадед был назначен областным комиссаром в Павлограде с октября 1943 года. Воспоминания родственников подтверждают это. Возможно, он бежал через Чехословакию, если верить туманному рассказу моего деда. Моя бабушка, которая, к сожалению, скончалась и больше знала о Циммермане, хранила молчание до самой смерти. Как видим, многие хотят унести с собой в вечность какие-то воспоминания, и это их право. Но полезнее для будущих поколений все-таки знать правду, анализировать ошибки предков, чтобы не повторять их. Потому что цена этих ошибок – это и человеческие жизни, и застой в развитии общества. І краще, ніж вчитель Іван Йосипович Матвіїв, не скажеш. Та інформація, що сьогодні міститься в підручниках, вона не повна. Ми помічаємо купу дат, незрозумілих назв та стисле відображення подій. Цього замало, аби знати минуле свого народу і про всі ці тортури, що він пережив. І події сьогодення показують, що дійсно кожен з нас має вчити історію, має більше приділяти їй часу, бо незнання минулого відображається на майбутньому. І це зараз треба доносити нашим учням, бо через кілька років вони вийдуть у доросле життя і впливатимуть на події у нашій державі.